Итак, одним прохладным февральским утром мы прилетели в Грузию, город Кутаиси, и оттуда на автобусе поехали в столицу, в Тбилиси. Это Юля. Прошло уже 6 лет с тех пор, как мы первый раз друг другу сказали привет. Парочка вместе. И за это время наши отношения претерпели свои взлеты и падения, встречи и долгую разлуку. И этой весной нам захотелось совершить такое путешествие, которое мы запомнили бы на всю свою жизнь. Для этого мы выбрали страну, в которой еще никогда не были и в которой оба хотели бы побывать. Этой страной стала Грузия, в которой живут дружелюбные, веселые люди, в которой есть потрясающе красивые горы, море, древняя история и самое вкусное на свете вино и хинкали. А еще для нас, разделенных расстоянием, границами и политическим противостоянием наших стран, Востока и Запада, Грузия стала для нас связующим мостом. Именно здесь мы, наконец, решили официально оформить наши отношения и с этого момента быть навсегда вместе. Свой первый день в Тбилиси мы начали с пешеходной прогулки по центру города. Сначала мы прошлись по набережной, а затем по канатной дороге поднялись к крепости Нарикала, откуда открываются потрясающие виды на город. Прямо рядом с крепостью расположен вход в ботанический сад города. Настоящий островок расслабления и медитации. Особенно в начале марта, когда довольно прохладно, и посетителей в саду очень мало. Вообще в это время года в парке довольно уныло. Деревья стоят голые, без листвы, цветов тоже нету. Но зато можно отлично прогуляться вдоль речки, которая называется Лек-в-Твахеви, и увидеть 42-метровый водопад, который в нее впадает. Этот ботанический сад самый старый на всем Кавказе. До 1845 года сад назывался царским и был владением царского дома грузинских правителей. Пройдя через сад, мы поднялись до Преображенского храма, чтобы оттуда запечатлеть потрясающий вид на город. Вдохновленные красивой и романтичной прогулкой, мы спустились в город, забрали у переводчика документы и отправились в Дом юстиции, чтобы подать заявление. Вот это Дом юстиции, где и произошла регистрационная часть. Кстати, там же, в этом Доме юстиции, можно на свидетельство о браке поставить апостиль и перевести это все на нужный вам язык.
И вот настал тот самый день. Соблюдают торжественные обряды перед государственной регистрацией брака в присутствии ваших родных свидетелей. Готовы ли вы разделить это счастье и эту ответственность, поддерживать и любить друг друга и в горе, и в радости, понимать и уважать? ქალბატონო იულია, თანახმახარ დაქორწინეთ ბატონ რომანზე. შევფიცოთ მას სიყვარული და ერთგულება. Госпожа Юлия, согласна ли взять законные мужья господина Романа, любить и оберегать его, понимать и уважать? Да. Естественно. Здесь, да? Да. ოფიციალურად დარეგისტრირებულია დღეიდან გაფუძნებული წოდებები ცოლ-ქმედანი და გადმოსვით ამის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტი. Красиво. Отлично. В Тбилиси по окончании церемонии бракосочетания молодоженам дарят бутылку знаменитого грузинского вина саперави. Моя возлюбленная супруга, не хочешь ли ты пойти в ресторанчик? Запомню твоего лица, но мы поехали, купили два каких-то кольца. Играл орган, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек. Я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял. Вот я не понял. Нет, все понятно. Что
Немного лет тому назад, там, где сливаясь шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь. Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот и башни, и церковный свод. Так начинается одна из самых известных поэм Лермонтова «Мцыри». По легенде, молодой поэт проезжал по военной грузинской дороге и встретил среди этих развалин старика. Это был монах-горец. Он рассказал молодому человеку, как еще ребенком был взят в плен русскими и отдан на воспитание в монастырь Джвари. Этот рассказ и послужил основой поэмы «Мцыри». После монастыря Святого Креста мы спустились в Мцхету и там посетили Светицховели, старейший христианский собор Грузии. В последующие несколько дней после свадьбы мы с помощью сайта GoTrip организовали себе замечательную поездку по Грузии, по красивейшим местам, которые расположены не так далеко от Тбилиси. И первым местом была Мцхета, древняя столица Грузии. Город только просыпается в 10 утра. И ничего не работает. Продавцы развешивают свой товар. Вот там наверху церковь Святого Креста. Мы приехали слишком рано и не смогли попасть внутрь. Церковь открывается только в 10 утра. Зато нам повезло, Светицховели уже было открыто. Наш водитель Эдуард и песики грузинские. Этот крест, его форма виноградная лоза. Святая Нино с таким крестом пришла в Грузию и принесла христианство. Среди сохранившихся исторических сооружений храм Светицховели является самым большим в Грузии. Уже в IV веке на этом месте была построена первая деревянная церковь. Одним из ее опор служил стоявший на месте захоронения Ризы Христовой священный ствол кедра Светицховели, столб животворящий, по которому и назван храм. Этой деревянной церкви больше нету, и на ее месте в XI веке построен ныне существующий храм. Храм Светицховели оставил неизгладимое впечатление. Это очень сильное место. А на следующий день мы отправились в Сигнахи. Из Тбилиси в Сигнахи идет маршрутка, которая отправляется от метро Самгори. В 8 утра первая, потом каждый час. 10 лари с человека, 2 часа пути. Где-то в 25 минутах ходьбы от остановки в Сигнахи
находится местечко Бодбе, и там монастырь Святой Нино. Это мы находимся внутри современного собора Святой Нино. А это уже церковь Святого Георгия, которая была построена в XIX веке на месте захоронения Святой Нино. Снимать внутри, к сожалению, не разрешили служители храма. Сигнахи. Центр Лозаннской долины. Там должен быть Кавказский хребет, но не повезло. Его не видно. Вот такие маршруточки соединяют города в Грузии за 5 копеек. Если вы в Сигнахи приехали на маршрутке, то обязательно сразу же в кассе купите обратный билет. Иначе мест вам может не хватить. Сигнахи – очень милый, тихий, симпатичный городок. Именно когда мы узнали о нем, мы решили приехать в Грузию и расписаться именно здесь, в местном дворце бракосочетания. Но, к сожалению, в это время года здесь все наглухо закрыто. Радующая душу деревенская идиллия и полное умиротворение. Вкусная чача у вас? Вкусная чача? Город, где живут котики, уже по определению не может быть плохим. Они тут охраняют местный рыночек, где можно купить все возможные грузинские вкусности. Пока дедушки за углом торгуют самогоном, их бабушки продают варенье и вяжут веселенькие игрушечки. Вот весь Сигнахи. Супер приятный городок. На третий день мы снова воспользовались услугами сайта GoTrip и забронировали трансфер по военно-грузинской дороге, чтобы посмотреть Кавказские горы и знаменитые старинные монастыри. Первой остановкой было живописнейшее место – Джинвальское водохранилище, которое обеспечивает водой весь Тбилиси. На берегу этого водохранилища расположена древнейшая крепость Грузии Ананури. Первая башня заложена аж в XIII веке. Внутри крепости есть Успенский храм, который построили в конце XVII века, но в архитектурном стиле XIII века.
как бы башни, да. Военно-грузинская дорожка. Часок с небольшим полазили по замку, затем продолжили свой путь в направлении Кавказских гор. Вот слияние двух рек. Белая и черная Рагви. Едем дальше в направлении Степан-Цвинды. По дороге просто необходимо было посетить знаменитое Пасанаури, родина Хинкали. Мы находимся в Пасанауре, на родине Хинкали. Тестирую первую свою пасанаурскую хинкали. Как с бульончиком? Бульон очень вкусный, мясо здесь другое. Отличие пасанаурских хинкали в том, что здесь используют рубленное мясо. И оно, конечно, чувствуется очень вкусно. Через пару часов мы уже были в Гудауре, известный горнолыжный курорт. Арка дружбы. Довольно рано доехали, но народу уже довольно много. Высота 2200. Поскольку март месяц, поэтому здесь еще снег есть. Дежавю. Приехал на Кавказ, и тут индусы. Все те же крики и чарующая речь. Степан-Цвинда, гора Казбек, 5000 метров. Гора Казбек, 5000 метров с чем-то. Как вас зовут? Василий меня. Василий? Васико. Васико. Васико очень хороший человек. От сердца показывает нам Вергеция. Сердце я вам не покажу. Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно. Троицкая церковь в Киргизии построена еще в XIV веке. К сожалению, дальнейшая ее история неизвестна. Но холм, на котором стоит храм, издревле считался священным, как бы сейчас сказали, местом силы. Потухший вулкан Казбек, 5030 метров. Троицкая церковь лежит у подножья вулкана на высоте 2100 метров, а внизу на высоте 1700 расположена деревня Степан-Цвинда. Оставалось еще немного времени, и мы проехали 11 километров до Дарьяйского ущелья, где находится граница между Грузией и Россией. Вон там флажок грузинский реет. Это граница с Россией. Вот россиянин, который покидает родину, въезжает в Грузию и видит вот эту свежепостроенную церковь.
На обратном пути мы встали в длинную 2-часовую пробку, потому что зимой работает только одна полоса в туннеле, и внешние дороги закрыты. Едем. Где-то через 4 часа мы уже были в отеле в Тбилиси. И так закончилось наше первое удивительное путешествие по этой прекрасной стране. Для того, чтобы расписаться в Грузии, нужно просто прийти в Дом юстиции, который есть почти во всех больших городах страны. Принести с собой 2 паспорта с нотариально заверенным переводом на грузинский язык, а также 2 паспорта 2 свидетелей, которые будут во время росписи. Если они не грузины, то тоже нужен заверенный перевод на грузинский язык их паспортов. Там вы зарезервируете место, число и время росписи и оплатите сбор, если вы захотите провести церемонию бракосочетания. Если без церемонии, то вы подадите документы бесплатно. Через несколько часов вам на телефон, это должен быть грузинский номер, придет СМС с подтверждением даты росписи. И к назначенному времени вы и ваши свидетели придете к выбранному дворцу бракосочетания. Если вы не заказали церемонию, то просто снова вернетесь в Дом юстиции и там подпишите необходимые бумаги, а точнее распишитесь.